Всем привет, народ! Я у себя на участке сейчас занялся тем, что начал копать себе новый колодец. Ой, Старый колодец под воду у меня завалился, так как на участке уже очень долгое время никого не было. Он просто сложился пополам. И теперь я это дело все начал расковыривать. Свой колодец запоганило, и мой запоганило. А что я воду пью, у меня не поганит, а у тебя поганит? И тут попадается мне такая очень интересная вещь, 16-я арматура. Я думаю, я же из этой вещи могу сделать себе обалденно полезную поделку. Она будет у меня как полезна при постройке любого абсолютно дома, так же, как она мне пригодится и в хозяйстве, также это будет просто незаменимая и удобная вещь в сварке. И сегодня у нас с вами будет поделка. Поехали! Для начала я взял нашу арматуру, подчухал, отрезал от нее кусочек болгаркой, и из этого кусочка теперь мне надо сделать одну такую интересную вещь. С одной стороны арматуры я сделал такое как бы зубило. Я отрезал с одной стороны, потом отрезал с другой стороны. После этого я немножечко шлифовочным диском прошелся, и у меня получилось такое как зубило. Но у меня остается еще кусочек арматуры. Из этого кусочка арматуры, как вы думаете, что я буду делать? Я буду делать, правильно, ручку. Как вы уже, наверное, догадались, это уже будет такой своеобразный молоточек из арматуры. Это обалденно полезная вещь, но молоточек будет у нас непростой. Итак, я отрезаю из кусочка арматуры теперь ручку. В этой ручке внизу я также делаю зубило, однако это зубило, которое я делаю внизу, я разворачиваю так, чтобы оно у меня было плоскостью вниз. Теперь ручку нашего молотка привариваем к самому непосредственно зубилу. Отбиваем шлак, слегка это дело протачиваем, полируем, и получается у нас с вами вот такая замечательная поделка. Итак, ребята, смотрите, что же у нас получилось в итоге. Получился вот такой вот молоточек. Очень простая поделка, я думаю, любой начинающий сварщик ее сделает. Вот здесь вот внизу у нас зубило, здесь у нас тоже такое как зубило. То есть с этой стороны у нас молоточек. То есть для чего, в принципе, эта вещь нужна? Я думаю, вы же, в принципе, применение тоже придумаете. Мало того, что этой вещью можно где-нибудь постукать, то есть, грубо говоря, это как небольшой молоточек. Также это очень полезная вещь для сварщика. Этой обратной стороной можно отбивать шлак после сварки. Вес, размер вообще просто идеальный. То есть в руке я вот ее ощущаю, и им реально очень удобно работать. У меня молоток с длинной ручкой. Ручка это легкая, сам по себе молоток очень громоздкий, и отбивать им шлак ну капец как неудобно. Таким маленьким тоненьким молоточком я могу подлезть абсолютно в любой уголочек, отбить шлак где угодно. Это будет очень удобно, что с какой-нибудь с обратной стороны. И за счет того, что он тяжеленький, он как раз с этим делом будет запросто справляться. Это, то есть, для того, чтобы отбить шлак. Это для того, чтобы может подровнять. То есть, допустим, сделал прихваточку, подстучал, например, выровнял. Либо же, если что-нибудь надо разломать, вот как в данном случае я строю колодец, можно постучать там по плитам, по кирпичам, что-нибудь раздолбать. Обратная сторона сделана клином. То есть, ее можно взять в руку вот так, куда-нибудь засандалить, например, и расклинить. Например, при сварке труб, при стыковке чего-либо. Очень часто у нас не стыкуются какие-либо трубы, ну, в принципе, из любого абсолютно материала. И иногда труба стоит, ее надо буквально немножечко поднять. А для того, чтобы поднять физически, как бы сил не хватает, но можно ставить вот такой вот клин и приподнять при помощи клина. Я думаю, многие с этим делом знакомы. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на новые видео. Всем пока, друзья!